3 дня с кореянкой. Несерьезные знакомства с азиатками на улице. 3 чудесных дня с кореянкой в Бангкоке. Несерьезные азиатки. Как можно заметить, я чаще пишу про таек. В первую очередь про тех, кто профессионально избавляет мужчин от забот, грусти, лишних денег, причем так, чтобы не было мучительно больно о потраченных баксах. В этом смысле тайки для ночной Азии – это такой аналог фастфуда. Вкусно и быстро. Как все приятно в этом мире, вредно. Но ты быстро привыкаешь и жизни без них не представляешь. Если продолжать фастфудные аналогии, Уолкин-стрит в Паттайе – это один огромный Макдональдс. Все четко, быстро и прекрасно организовано. Так, стоп, я ведь не про таек. Вообще-то я хотел поговорить про то, что девушки из других стран Азии совсем не против приключений. На свою и твою пятую точку. Конечно, получается у них не так профессионально, но в таком общении есть своя прелесть. Итак, несерьезное знакомство с нетайками. Встреча с кореянкой в Бангкоке. Познакомиться со своей кореянкой просто и совершенно немыслимо для наших северных краев. Как-то вечером я гулял по центру Бангкока и перед погружением в пучины квартала Нана Плаза решил пожевать чего-нибудь вкусного и вредного. В поисках съестного я пошел в Central World. Это такой торговый центр циклопических размеров в самом центре столицы страны улыбок. В Central World можно купить что угодно, от BMW с гибридным двигателем и новинок из коллекции моды японских дизайнеров до сувениров, детских игрушек и откровенной дребедени. Или повеселиться в развлекательных центрах, посмотреть кино, недорого поесть в кафе и фудкортах. Как и любая столица, Бангкок – город контрастов. Но найти нужные для жизни за вменяемые деньги не проблема, да и качество действительно радует. Главное не забрести в мишленовский ресторан, где тебе принесут вино времен Наполеона. А рядом будет кафешка с ценами, как в кулинарии гипермаркета. Это Азия. Я поклонник корейской кухни и потому уверенно шел в любимую корейскую кафешку, где меня ждали жареные котлетки, острая капуста кимчи и соджу, ликер такой крепкий. А уж потом, Нана Плаза. Передо мной по площади в сторону входа, не торопясь, шла симпатичная кореянка. Опять эта корейская тематика. Я не удержался, обогнал ее, чтобы на входе подержать перед ней дверь. В ответ она посмотрела на меня такими глазами, что я не мог уйти. Знаете, глаза девушки, которой сегодня вечером вообще не хочется быть одной. А потом мы вместе провели 3 дня и ночи. Кореянка во время короткого отпуска отправилась в небольшое путешествие. Кстати, корейцы Бангкок и Пхукет очень уважают. И, конечно, она не была против новых знакомств. Ну и тут я такой. А состоялось романтическое приключение просто потому, что я придержал дверь. Кстати, потом, уже в Сеуле, я убедился, корейские девушки при удобном случае вообще не против пошалить. Вежливость в Азии – это выгодно. Так что же произошло? Я прекрасно понимаю, что я не мачо, не какой-то там альфа-самец. Что так очаровало кореянку? Причина проста. В Азии по отношению к незнакомым людям не принято проявлять знаки внимания и заботы. И неважно, о ком идет речь, мужчине или женщине, симпатичной девушке или старике, беременной женщине или ребенке. В метро никто никогда не уступает место. На входе все куда-то все бегут, как стадо бизонов на водопой. Дверь никогда никто не придерживает. Зазевался, получишь по лбу. Так что стоит быть внимательным. Даже отношение мужчин к своим женам, такое себе, достаточно суровое. Как в романтических дорамах, так только бывает только во время конфетно-букетного периода. А потом начинается проза жизни. Потому современные азиатки из разных стран не особо торопятся замуж. Собственно, для женщин подобное отношение обычное дело. В том же метро никто не будет недоволен тебя смотреть, если ты не уступил место. Я уже рассказывал, как прикалывался над корейцами, когда в метро Сеула как раз таки уступал девушкам место. Для нас важно то, что подобные жесты девушками воспринимаются как романтические. Свои так никогда не поступят, никто не ожидает иного. А вот если европейцы, реакция в высшей степени доброжелательная. Я это знаю и пользуюсь. Мяу. Вот представь, что ты заходишь в магазин, для девушки придерживают дверь, чтобы ее не хряснуло. А она в ответ начинает улыбаться, благодарить, иногда даже знакомиться. Это Азия. Кореянки, японки и китаянки на отдыхе. Замечу, что моя история про кореянку, но еще на подобные приключения гораздо японки и китаянки. Главное, искать знакомства с ними нужно не в их родной стране, во время путешествий. По Азии, конечно. И в этом плане Бангкок идеален. Современно, комфортный, демократичный и безопасный город, в котором можно встретить представителей любой культуры. Девушки на время вырываются из оков условности своего общества и в редкие дни отдыха стремятся провести максимально насыщенно. Большинство девушек позитивно относятся к знакомству с европейским парнем. Тем более, когда об этом дома никто не узнает.
И тут как раз тот случай, когда улицы торгового центра идеально подходят для общения. Пробуй, лови, как девушка смотрит на тебя в ответ. А потом не теряйся. Что тут еще сказать? Учись отличать друг от друга таек и кореянок, вьетнамок и японок, филиппинок и китаянок. Оно того определенно стоит.